Сейчас мы идем к месту, где окапывались российские военные, ну, блиндажи, да, как это называется. Выглядит это вот так. И давайте аккуратненько спустимся. Бутылка водки, вижу, судок. Вот. Вырыли яму, накрыли бревнами. Наверняка сверху еще была маскировочная сетка. На землю постелили сено. Полиэтиленовая пленка. Дальше не пойду, может быть и заминировано. Хорошо, друзья, что камера не передает запах. Здесь мочой воняет. Смотрите, кто-то уехал без трусов. Пивасик, Балтика, нулевка. Странно, что безалкогольная. Тоже говядина тушеная, высший сорт. Бурят Мяспром. Рядом еще один, но без бревен, пенек. Пластиковые бутылки, мусор, какие-то картоновые ящики разорванные. Куртка, бухлишка, водка, статус. В Украине я такую не видел. О, и свитерок забыли. Несколько здесь подобных ям со ступенькой. Здесь наверняка сидели. Упаковки из-под сока, носки, валяется мыло, зубная щетка. Куда голову не поверни, загажена, бутылки из-под вина, вон еще одна. Выпили, бросили, шоколадка. И запах везде не очень. Моча и какая-то тухлятина. Вон дрова мерзли. Они же 27 февраля вошли. Холодно же было. Грелись, полили костер. Сухпайок. Армия России. Индивидуальный рацион питания. Не для продажи. Валяются консервы мясные. Кто-то дырку прогрыз. Срач здесь, конечно, такой красивый лес. Вот еще мясо коровки. Тушенка смоленская. Глав продукт. Ну, все то же самое. Куча бухла, пиво, когор, кстати, украинский крепленный. Умывальник сделали с пластиковой бутылки. Мешки с песком, как всегда. Друзья, я нахожусь все так же в селе Колоншино Киевской области. И сейчас мы идем к женщине. В ее дом прилетела болванка, как я называю. То есть ракета без взривателя і запала. Здається, що вона влучила от в корені вишні, а це я і засипала. Вона якось так сюди все було розрите, і вона влучила в корені всі, я це позасипала. А там яма була, дирка, і звідти вона відрикошетила майже, і оце влетіла сюди. Оце пошкодила все тут. Це... Задом наперед? Ну так. Проходьте. Вона влучила сюди. Ця ракета чи снаряд, чи що воно таке. Тут стояв у нас здоровецький холодильник, стояв такий. Тут стояла мікроволновка на такому пінальчику. І воно вибило, все пробило, холодильник, от я покажу, весь в ошметках. Двері порвані всі. Двері, що були, закривали в ванну, геть пополам розірвані. Цей пробило наскрізь. Бойлер старий, он там стоїть у нас, пробила наскрізь його. Тут стояв матрас такий двойний, отут стояв. Його теж прошила наскрізь. А мене, як тут стояла, мене откинуло сюди, а їх тут засипало і прибило чоловіка, і сваху мою теж. І вона, отут вони були, тут груда всього образувалась, і вони тут, чоловіка не чую. Валя, мовчання. А тоді сваха тільки стогне. Трохи він прийшов до пам'яті, стали витягати її звідти, бо тут пройти не можна було, така кучугура вся. Туди навіть не заходили, виявляється, наче. Запала не було. Запала не було. Це він був заряджений, то не було взагалі нічого на світі. Це нас Бог помилував так. Небольшая воронка, и еще бы 1,5 метра и остановки бы уже не было. Деформировано. Деталей много, адекватные были. Наоборот, такой парнишка был тут, Гамбо его звали, командир подразделения. Он говорил, что они оккупанты, что они фашисты. Да. Он такой бывалый, он много где повоевал. Мы для вас оккупанты и фашисты. 4 дня не открывали, мы не знали, что тут творится. Мы делали вид, что нас нету в доме, а потом они в конце концов
Ну, выбили дверь, ворвались. Они уже знали, что инвалид в доме. Я кричу, не стреляйте, мы мирные люди. Говорят, мы не будем стрелять, нам сказали, тут инвалид. А вот эта вот пехота, которая в лесу была, так они мародерили, лазили? Пришел с автоматом требовать еду. С автоматом. Я говорю, тебе не стыдно? Мне 70 лет, я русская, говорю. А ты пришел и с автоматом жрать просишь. Вас что там, не кормят? Не кормят. Я ему яйца даю, как раз тут были на подоконнике. Не, мне картошка, бурят. Узкоглазый. Пьяный, да. Пьяный. Пьяный? Я тебе много не дам, я ему полкулька сельповского, вот это с сельпо. Набрала там подряд, а он стоит же в погребе. Смотрит, а у нас там семенной картошки много. Так, говоришь, картошки нет, вон сколько картошки. Я говорю, тоже на семена сажать. Это, говорю, картошку не едят. Ну ладно. Говорю, больше не приходи. Мы поднимаемся с ним. У нас же глубокий погреб. А спиртное, а вот это, выпить. Я говорю, нет, у нас выпить мы не пьем. В доме есть украинцы, он говорит. Я говорю, есть. Моя семья. Но мы без оружия. А он вот так вот идет задом к дверям. Я говорю, иди как человек, лицом вперед. У нас оружия нет. Подходит, ты посмотри. Да. Ну, он развернулся, ушел. А потом пришел ихний командир, то тоже посмотреть, сколько же нас. Никто же не знал, сколько нас. Думали, что я вдвоем с сыном. И я ему говорю, мы боимся, мародеры ходят с автоматами. Говорю, ну что это такое? Боже, я же не знала, что вообще творят, да, вот там вот в других местах. Ой, там страшно. Он больше не будут приходить. Ну, он, кстати, нам письмо написал. Говорит, если будут приходить, У будете меня показывать это письмо письмо. даже где-то есть. Где-то еще есть письмо. Ну, он там написал, кто он такой. Ну что, мол, уйдите отсюда, вам тут делать нечего. Обращайтесь ко мне, если вам жратва надо. Когда они сюда входили, тут никто их не тронул, никто в них не стрельнул, никто коктейль Молотова не бросил. Если бы такое было, Так они сразу постреляли, сколько этих убили. А вот тех вот двух соседей тоже расстреляли, тут мужчин. группа зачистки была, они в первый день вот это вот они зачистили. Они в хату хотели к нам, стучались, откройте, мы только машину посмотрим, уйдем. Машина зятя была во дворе, а мы же не открываем, думаем, Страшно. Хотя группу зачистки не Страшно. назовешь. Вот Юрку застрелили прямо в постели. да. Ну, рассказывал. А вот красная крыша, он виднеется, доктор воду унес, снайпер снял. То есть И просто племянница. мирный житель шел с водой, да и с надо. Ну, получается, да. И мой Вовка вот муж двоюродной По той сестры. стороне еще Залез вот так кто-то. вот на балкончик и с леса снайпер. 2 выстрела, один в руку, второй в живот. И Ну, щас- живой. Ну, он живой, ну, до сих пор ходит такой, и рука не работает, и проблемы в животе. Это первый день. Да, это в первый день все было. Там вот еще есть хата, так там жили у нее в хате. Человек 30 как нашло. Их в погреб. Жителей, хозяев. хозяев погреб. погреб. Да, Ну, а там- сами жили тоже. Там надо, чтобы они такое рассказывали творили. там, потому что там... Ну, а этих хлопцев мы спрашивали, они толком про них не знали. Типа сказали, что завели их где-то в лес. Они И расстреляли. вмазанные. Так и... Ну, потом мы не верили, что их расстреляли, но все-таки так и оказалось. А там они их языками нашли. ляпали. И что-то кто-то сказал, что их приняли как корректировщиков. Немножко ближе Вкратце подойдешь? можу розказати, Звук. що нічого не залишилося. От тільки стіни. Даже виделки. Навіть виделки і ложки ті позабирали. Стекла повибивали, на що там їх виламувати. Стекла повибивали, Вони жили тут? виходить, да. І собі А, жили позаходили. здесь? Они Да, тут да, жили? В да. этом доме жили. Ну тут типу кажуть, що офіцери жили. Я не знаю, як вони живуть в биту в себе, бляха, але тут жили як будто в гадюшнику. Ні вилок, ні ложок, ні мисок, нічого не залишилося. Матраси. Матраси, щотки зубні щотки, бритви, блядь, использовані. Стиралка то в них больна тема, блін. То стиралку вместе з опорною арматурою забрали. Видовбали в плитки дирку, виходить, забрали вместе з краником. А у Сережи вон там он хата выглядывает. Там порубали все. Просто мебель, уничтожили. шкафы, даже детскую мебель порубали. Такие дикари У Кати просто, там знаете. не лампы, а А. плафоны все побили. Просто И дверь изнутри. дверь изнутри вырубили дверь. Ну просто гадили и Там- портили все. Просто зашли на кухню у Кати, вот мебель висела, позбивали, поразбивали, вот просто так, ничего не забирали. Дикари. Да мы в шоке. У нас Я- Галя вначале сказала, что у нее повыносили вилки, мы не верили. Но потом, когда все говорят, там нету вилок, Рома говорит, нету вилок. Мы в шоке. Мне просто такой стыд. Вот просто. У меня мама сама русская, так она в шоке. Я не ожидала, что такое может русский народ творить. Ну вот именно, орки по-другому не назовешь. Я тут своим там
Ну, я с сестрой, конечно, поддерживаю связь со своей, потому что все-таки сестра родная. Она тоже ничему не верила, пока не увидела, что... Когда мы вышли уже на связь после вот этой оккупации, и я ей начала про это все рассказывать, и как они к Как нам тут танки врывались, и ездили, как как тут тут. танки ездили туда-сюда, так теперь она, конечно, верит этому. Но и то ее как-то вот сомнения, я ж чувствую, что Ну, ее им какие-то же по сомнения. телевизору другое вообще Ей же там другое рассказывают. рассказывают. Сейчас поедем на велосипедах на двух. Смотреть еще. І вони це 27 березня перед вечором таку стрілянину і це підпалило. Він повністю дерев'яний був на асфальті. Это то, что рассказывали, где они понапивались. Люди продали в Киеве квартиру, построили дом, жили, старались. Вот так вот. Батарея, много посуды, вот холодильник, все сгорело. Вот. Кастрюли, сито. Это просто жесть. Струбница для крепления к столу. Дом, говорят, был очень красивый, деревянный, находится почти в поле. Возле дома ВАЗ-2104, универсал. Стоял здесь до войны, да? Ну що інтересно, машина не на ходу була. Ну що інтересно, перші після звільнення хазяїни приїхали, я це ж з ними тут був, почали ходити, відкривають багажник, знаходять хазяйки у кульочку в Селихвановому документи. Там, там чимало що документів. Знайшлася із цих хурків, видно, якась людина, вони з собою документи всі не забрали. От. І у багажнику вони там знайшли.